Здравствуйте, дорогие любители вязания! Смотрите, какая красотень! Изумительный узор мы сегодня будем с вами вязать. И как вы уже догадались, по лежащей на столе у меня книге, это узор из книги японского дизайнера Хитоми Шида «250 японских узоров для вязания на спицах» из большой коллекции дизайнов Хитоми Шида. Кратко я эту книгу называю 250 узоров от Хитоми Шида. Еще у нее есть книга 260 узоров. Она у меня в электронном виде. И из этих обеих книг у нас уже связано очень много узоров и снято много мастер-классов. Ссылки на них вы можете посмотреть в инфобоксе под этим видео и под каждым видео с японскими узорами. Зайдите и посмотрите, уже очень много узоров, и эта коллекция наша постоянно пополняется. Вот сегодня мы пополним ее вот таким прекрасным узором. Посмотрите, ну просто вот изумительный узор. Еще раз полюбуемся. Итак, этот узор в книге под номером 22. Вот узор и вот схема. Постараюсь говорить покороче, объясню схему узора. Как всегда, я говорю это в каждом мастер-классе по вязанию узоров по японским схемам. Японские схемы идеальны для вязания по кругу. На них условные обозначения обозначены так, как они выглядят на лицевой стороне изделия. Ведь когда мы вяжем по кругу, мы же все время вяжем лицевую сторону, и поэтому при вязании по кругу мы читаем все ряды на схеме справа налево, и лицевые, то есть и четные, и нечетные, и вяжем просто по схеме. Очень удобно. Но при поворотном вязании у нас ряды делятся на лицевые и изнаночные, и если лицевые ряды мы вяжем, читая их справа налево, и смотрим на схему и читаем справа налево, то в изнаночных рядах у нас петли будут вязаться уже наоборот. Вот пустая клеточка на схеме обозначена, что это изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне. Значит, если мы будем вязать изнаночный ряд и видеть пустую клеточку, мы будем вязать ее лицевой петлей, тогда как в лицевом ряду мы будем вязать ее изнаночной петлей. И наоборот, если будет петля лицевая, то мы будем вязать ее изнаночной в изнаночном ряду. Этот узор сложен тем, что в изнаночных рядах петли тоже вяжутся по схеме. Но этого пугаться не надо. Узор легкий. Тут нужно запомнить всего 8 рядов. И они повторяются. Раппорт узора составляет 23 петли и 24 ряда. У меня здесь в образце связано 2 раппорта в ширину и 2,5 раппорта в высоту. Каждый раппорт состоит из 3 элементов. Вот такая рельефная дорожка, затем ажурный элемент и вот такой элемент, напоминающий листья. Ажурный элемент и эти листочки, они вяжутся в шахматном порядке, а рельефная дорожка вяжется на протяжении всего узора. И у ажурной дорожки раппорт повторяется через каждые 2 ряда, а 24 ряда в высоту – это раппорт, вот он раппорт в высоту вот этого основного узора. Посмотрите, вот этот основной узор можно вязать как центральный узор в каком-либо изделии. Очень красиво смотрится. Все, я сказала все, что хотела, все, что надо, вернее. И давайте будем начинать вязать. Набираем на спице 25 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И я забыла вам сказать то, что я тоже всегда говорю, когда у нас в узоре сразу после кромочной идет
дорожка из лицевых скрещенных петель. На схеме у Хитоми Шида сразу после кромочной идут вот лицевые петли, лицевые скрещенные в лицевом ряду, и в изнаночном ряду они вяжутся изнаночными скрещенными. Если так вязать, то вот эта первая дорожка, она будет отличаться от остальных. Она будет более рыхлая, более такая, как бы покрупнее смотреться будет. Хотя сама по себе красивая, но она будет отличаться. Поэтому я всегда советую, если вы будете вязать этот узор, после кромочной петли вязать одну изнаночную петлю в начале каждого ряда. Она не входит в раппорт узора, просто вот ее нужно вязать, чтобы вот эта дорожка выглядела одинаково с остальными. Сейчас мы будем вязать точно так же, как у Хитоми Шида по схеме показано. И вы в этом убедитесь, что эта дорожка будет отличаться. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной вяжем лицевую скрещенную петлю. Так как при наборе петель петли лежат так, как они всегда лежат при классическом способе вязания, то лицевая петля вяжется вот за переднюю стенку вот так. А лицевая скрещенная, вот нужно провязать ее за заднюю стенку. Петля разворачивается. Но я так вяжу только в первом ряду, потому что я вяжу бабушкиными петлями, и дальше я буду вязать лицевые скрещенные по-другому. Итак, сразу после кромочной провязали лицевую скрещенную, затем простая лицевая петля, лицевая скрещенная. Это петли рельефной дорожки. Далее 2 изнаночных. И вот эти 5 петель будут у нас вязаться одинаково на протяжении всего узора. И дальше вяжем основной узор. Делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Вот таким образом я это сделаю. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 2 изнаночных, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых. В конце ряда 2 изнаночных. Второй изнаночный ряд. 2 лицевых, 2 изнаночных. Дальше 2 вместе нужно провязать изнаночной скрещенной, или еще называют 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Вот 2 способа. Первый показываю способ. Снимаем петли на правую спицу, не провязывая, и меняем их местами вот таким образом, чтобы вторая петля сзади обогнула первую. Возвращаем петли на левую спицу и провязываем их изнаночной петлей. Мы провязали 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе изнаночной или 2 вместе изнаночной скрещенной, а на лицевой стороне они у нас провязались 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 изнаночных, накид, 1 изнаночная. Накиды вяжем изнаночными. Далее будет 2 лицевых, 2 изнаночных, делаем накид и провязываем 2 вместе изнаночные. Вот 2 вместе простой изнаночной или 2 вместе изнаночной с наклоном в левую сторону. На лицевой стороне они у нас провязались 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Далее будет 2 изнаночных, 2 лицевых и дорожка рельефная, где мы вязали лицевые скрещенные, мы вяжем изнаночные скрещенные вот таким образом. Я бы сейчас изнаночную провязала вот так, а изнаночную скрещенную подхватываем петлю сзади
и провязываем ее изнаночной. Далее вяжем лицевую петлю и снова изнаночная скрещенная. Все, мы закончили второй ряд. Я хочу сказать, что сейчас плохо видно. Вот дорожка рельефная из 3 петель. В лицевом ряду мы вяжем 2 лицевые скрещенные, между ними лицевая петля. В изнаночном ряду она провязывается 2 изнаночные скрещенные, между ними лицевая петля, то есть петля платочной вязки между 2 скрещенными петлями. Вот состоит дорожка из чего. Третий лицевой ряд. Повторяем раппорт рельефной дорожки. Лицевая скрещенная, простая лицевая, лицевая скрещенная. Далее будет 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. То есть мы в третьем ряду вяжем этот элемент точно так же, как вязали в первом. Далее 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 изнаночных в конце ряда. Четвертый изнаночный ряд, 2 лицевые, 2 вместе провязываем изнаночные скрещенные. Показываю еще способ, как это сделать. Подхватываем обе петли вот таким образом сзади, переносим на правую спицу, разворачиваем и возвращаем на левую спицу. Они у нас уже скрещенные получились, и провязываем их изнаночной петлей. И у нас на лицевой стороне они провязались 2 вместе лицевой с наклоном влево. Красота. Далее будет 3 изнаночных, накид, 3 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 изнаночных, 2 лицевых и петли рельефной дорожки. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Мы провязали 4 ряда. Теперь смотрим внимательно на схему. Далее с 5 по 8 ряд мы провязываем 4 ряда точно так же, как сейчас провязали с 1 по 4. И с 9 по 12 ряд мы точно так же провязываем 4 ряда, как провязали сейчас с 1 по 4 ряд, и точно так же, как провяжем с 5 по 8. 8 рядов давайте провяжем самостоятельно. Повторяем вот эти 4 ряда 2 раза. Я провязала еще 8 рядов, всего провязано 12. Посмотрите, красиво как получается. И сейчас мы будем вязать узор в шахматном порядке, и у нас изгиб пойдет в левую сторону. 13 лицевой ряд. Лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. У меня вот вторая петля лицевая лежит неудобно, мне нужно ее развернуть. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, делаем накид, 2 изнаночных, 2 лицевых, делаем накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых и 2 изнаночных. 14 изнаночный ряд, 2 лицевых, делаем накид, 2 вместе провязываем простой изнаночный. Далее 2 изнаночных, снова делаем накид, 2 вместе простой изнаночный. Далее будет 2 лицевых, 1 изнаночная, делаем накид, 3 изнаночных, 2 вместе простой изнаночный, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, петли рельефной дорожки. 15 лицевой ряд, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет 2 лицевых и 2 изнаночных. 16 изнаночный ряд, 2 лицевых, делаем накид, 2 вместе изнаночный. Далее 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной. Затем 2 лицевые, 3 изнаночных, делаем накид, 3 изнаночных, 2 вместе простой изнаночной, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная. Вот посмотрите, во второй половине узора мы провязали 4 ряда. Пока еще плохо видно, но посмотрим внимательно на схему. С 17 по 20 ряд мы сейчас будем вязать точно так же, как провязали с 13 по 16. И далее с 21 по 24 ряд будем вязать точно так же, как сейчас провязали с 13 по 16 и провяжем, как провяжем с 17 по 20. То есть следующие 8 рядов мы провяжем точно так же, вот, как провязали сейчас 4 ряда. Давайте сделаем это самостоятельно. Я провязала еще 8 рядов второй половины раппорта. Посмотрите. Ну такая красота, ну такой красивый узор. Ну очень красивый узор. Вот правда, фото в книге не всегда бывает хорошим, тем более, когда фото мелкое, а когда вживую свяжешь, ну просто налюбоваться не можешь. Мы научились с вами вязать узор номер 22 из книги Хитоми Шита 250 узоров. Посмотрите. Изумительный узор. Я буду очень рада, если он вам понравится. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Приглашайте к нам своих друзей. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!